Я пойду с тобой. Как ты будешь признаваться этому мальчику? Брови. Боже, ты даже с бровями ничего не делаешь. Не пойдет, так не пойдет, найдется другой. Да, ты ведь в него безнадежно влюблена. Извини, забыла. Наивный. По крайней мере, пока ты мне не насолила. Не двигайся и не моргай. Ты будешь самым замечательным экземпляром моей коллекции проклятий. О, держись, так оно. О, ты очнулась. Вот и славно, ты увидишь все своими глазами. Где ты? Ты в поместье великого Сойти. Трепещи же. Ну да, это всего лишь чердак моего дома, но неважно. Только попробуй кого-то позвать. Тебя здесь никто не услышит. Родители, как будто бы я стал бояться родителей. Это я их буду наказывать, не они меня. Мой старший брат, ты его знаешь? О, его сегодня, слава богу, нет. Да, к тому же, он такой же обычный человек, как и ты. Самые что ни на есть обыкновенные людишки. А вот я особенный. Не ровня вам. Я самый великий, могущественный Сойти. Просто вам до меня далеко. Вам этого не понять. А ты будешь одним из моих проклятиев. Мне нужно будет провести ритуал над тобой. О, не переживай, моя злоба не на тебя. Она так, нашего одноклассника. Этот простолюдин посмел мне насолить на прошлой неделе. Ну да. И не важно, что он просто толкнул меня на перемене. Поверь мне, это было не случайно. Ну да, он извинился. И что? Его ждет настоящее проклятие. Я постоянно провожу всякие эксперименты, ритуалы, а ты будешь одним из них. Вот один из моих. Помнишь, на прошлой неделе, ну как, скорее недели
Я не буду рассказывать тебе все мои способы работы. Что я должен раскрывать все свои секреты? Да и ты не поймешь. Так, вот здесь внутри волосы. Я произвел некоторые над ним манипуляции. Да. И именно в тот момент, когда должно было быть контрольное, я просто вот так вот немного поколол. Да не желая ему смерти. Так, просто чтобы отменить контрольную. Что значит, у него просто ребенок заболел, поэтому он ушел. Да это вам так рассказали. На самом деле-то я знаю, что у него просто заболело сердечко. И это все мое проклятие. О, я еще много делаю соломенных кукол, и не только. Но в основном эти соломенные куклы, конечно, я прибиваю гвоздями в лесу ближайшем к школе. Правда, в последнее время это становится все тяжелее. Смотритель, сумасшедший старик, все время донимает меня. Надеюсь, я не попадусь ему на глаза. Но если попадусь, просто будет очередное проклятие. И уж он-то не избежит моей кары. А ты? Причем здесь вообще ты? Так разве вы не близки с ним? Да не со смотрителем. Ты что, дурочка? Я про Такану, нашего одноклассника. По моим наблюдениям, вы очень близки. Да и вообще, я всех вас считываю. Вы словно пешки в моей игре. Я наблюдаю за вами. Глупые разговоры, все эти ваши про сериалы, мангу. Да, я знаю вас. Каждого как облупленного, что вы хотите, кого вы ненавидите, кто вам нравится. Да. Что значит, вы не друзья? Он тебе не нравится? Ну ладно, и как минимум я уверена, что ты ему нравишься. Поэтому, да. Поэтому я буду тебя использовать. Да не суть важно. В общем, мне просто нужен человек. Все-таки все мои до этого эксперименты были только, как я уже сказала, с куклами, животными, ну и всякой такой ерундой. Но теперь я сделал проклятие на тебе. Но, как я уже сказал, я настолько великодушный, что я не буду причинять тебе зла. Просто использую. А потом, когда проклятие вступит в силу, тебе ничего не будет. Так что не рассказывай никому. Родителям, да. Я тебя отпущу, да. По моему великому великодушию, конечно же. Так, что тебе правда он не нравится? Ну вот я-то, а я вот самый замечательный. Ну, по крайней мере, мне так бабушка говорит, что я у нее самый замечательный внук. Да и девчонки все в классе от меня без ума. Постоянно слышу, как они шептаются по мне на переменках. Что значит странный? Да вам просто тяжело это все понять. Вы-то недалекие. Обсуждайте дальше все свои людские забавы. Ну, хоть одной-то я нравлюсь. Хоть одна-то должна ценить, иметь высокие стандарты и вкусы. Неважно. Бабуля говорила, что я самый лучший. Да и вообще мне не важно, что там обо мне девчонки думают в классе. В общем, довольно этих глупых разговоров. Для начала я просто хочу тебя осмотреть. Ты меня не интересуешь, что там у тебя. Просто хочу посмотреть.
совершил непростительно по отношению ко мне. В общем, сейчас я хочу помыть твое лицо. Да, просто. Чтобы понять, сколько ткани мне понадобится. Понятно. Ну, стандартная. Так вот, что я буду делать? Я из тебя сделаю настоящий живой макет. Ну, ровно как из этой куклы. Только вот ткани, конечно, мне не хватит на всю тебя, поэтому только на голову, да. Да и этого будет достаточно. Самое главное ведь моя сила и мои знания, опыт. Так что достаточно будет и мешка на голову. Столько ткани у меня нет. Ты не собирайся столько тратить на тебя. А тебе это будет как урок, чтобы знала, что лучше меня не злить. А так, ты ведь дружишь с девчонками из класса, да? Это не важно. Так. Все, ткань готова. Осталось только ее прошить. Ой, не переживай. Зашивать-то я ткань буду. Ну, в смысле, ткань друг с другом. Не к тебе. Мне не нужно, чтобы ты тут кричала и привлекала внимание. Родители сейчас, наверное, смотрят, как всегда, какое-нибудь тупое вечернее телешоу. Скудоумные людишки. Так что просто постарайся не двигаться. Тогда я не уколю тебя. Да не задохнешься ты в этом мешке. Это же самая обычная холщовка, нет? Так что уж дышать ты точно сможешь. Так что зря ты переживаешь. Ты должна переживать не из-за мешка. Ты должна трепетать передо мной. Вы, наверное, все думаете, что я самый обычный странный одноклассник, да? Как же вы глупы. Мне просто смешно. Вы даже и не подозреваете. Ничего. Но вам же так и проще живется. О, я потом сделаю прорези в мешке, чтобы ты все могла наблюдать своими глазами. Конечно, у меня не самая удобная для этого игла. Но, впрочем, как я уже сказал, у ткани это плетение неплотное. Так что игла проходит. Ну что уж, нашел.
же цвет фонаря, наверное, тебе видно. Видишь ведь? Хотя, наверное, почти через любую ткань видно фонарь. Забавно. Ну все. Сейчас стой смирно и не двигайся. Я сделаю прорези, чтобы ты могла все видеть. Хорошо? Вот и все. И не нужно было переживать. Сейчас мне нужно заполнить этот мешок. А то он висит как тряпка. Конечно. И заполню его я, синтепоном. Да. Ты должна быть мне благодарна. За что? То, что я по доброте своей великой души выбрала именно синтепон как наполнитель. Ну, ты ведь девчонка. Кожа у тебя, наверное, чувствительная, поэтому синтепон, он мягкий. Ну, знаешь, обычно своих кукол я делаю из соломы. Да, то есть набиваю соломой, мхом. Или еще чем хуже. Так что ты должна быть благодарна. Скажи спасибо. Ничего тебе чесать не будет. Да, достаточно мягко. Мне твое нытье здесь не нужно. Мог бы еще, конечно, наполнить этим. Это песок. Видишь, какой он светлый. Он особенный. Не такой, конечно, как я. Ну все. Просто буду набивать мешок, чтобы он был не такой обвисший. Много, конечно, от него тут пыли. Но тут и в целом, наверное, пыльновато. Еще, наверное, пауки тут есть. А что? Да, не боюсь я пауков. Я их постоянно использую в своих ритуалах, да. А ты боишься их? Ну, насекомых-то. Понятно. Ну, я думаю, этого достаточно. Плотно набивать не буду, иначе тебе будет неудобно дышать, а мне это не нужно. Итак, нам нужно будет еще, наверное, сделать волосы. Но знаешь, чем больше кукла или макет похожи на человека, которому предназначается это проклятие, тем лучше она сработает. Обычно волосы я либо рисую, либо делаю из пряжи. Но учитывая размеры твои, человеческие, займет это слишком много времени. А у меня еще дел по горло. Домашку не сделал. Не то чтобы меня это волновало.
обширнее и намного важнее, чем все эти глупые задания от учителей. Давай просто выпустим, может быть, твои волосы. Хотя, конечно, ты девчонка, у тебя они длинные. Забудь про волосы. Давай перейдем сразу к лицу. Мне нужно будет нарисовать кое-какие черты лица. Глаза, брови, рот, нос и, конечно же, иероглиф. Да, это очень важно. Иначе проклятие не сработает. У этого проклятого Танаки очень густые брови. Так что изобразим их. О, мои художественные навыки самые лучшие в классе. Готов поспорить. Да и вообще, никто мне не ровня в этом классе. Ну, разве что, может, кроме физкультуры. Но это абсолютно бесполезное занятие для меня. Это только мешает мне, моим интеллектуальным навыкам. Гвозди. Я ведь уже говорил, что забиваю соломенные куклы в лесу. Да, каждый вбитый гвоздик приносит свои страдания, мучения. Каждый гвоздик заговорен. И поэтому я вбиваю их в эти самые соломенные куклы на деревья. И не только. Но уж не буду я рассказывать тебе все свои секреты. Дурацкое лицо, как у дурацкого Танаки. В принципе, похоже получилось. Было бы еще хорошо слепить его нос в картошку. Но что-то мне не хочется вообще. Так что уже перейдем, наверное, к иглам. О, давай нарисуем помадой дурацкий рот. Спер у сестренки. Младший, конечно. И эта бедняжка считает себя красавицей. Огромный дурацкий рот. До этого Танаку просто не заткнуть. Главное, чтобы она не нашла и не устроила мне нагонять. Ну все, переходим к самому главному. К иглам. Каждую иголочку я буду заговаривать и втыкать в мешок. О, не переживай, тебя я тыкать не буду. Зря мы, что ли, мешок набивали. Протыкаться будет синтепон. А каждая иголочка заговаривается. Правда, вот мои булавки закончились и остались только эти с котами. Ну, я их тоже украла у сестренки. Да, они все мои родственники. Так называют
уважаемая семья, но хоть мы и кровные, я на них совершенно не похож. Я особенный, отличаюсь от них всех. Только бабуля понимала меня. Но неважно. Итак, стой смирно, а я буду каждую иголочку заговаривать. Что? Да даже если ты подслушиваешь, это все равно не важно. Ты ведь не знаешь, что именно нужно говорить. Да и в конце концов, даже если ты попробуешь делать то же самое, у тебя это просто не выйдет. Я ведь уже сказал, что я не такой, как вы. И знаю побольше вашего. Да, конечно, не очень они подходят визуально для проклятия. Но что уж сделать, главное, что игла. Думаю, этих игл будет достаточно. Ну, судя по тому, что ты ни разу не пикнула, ни одна до тебя не дотронулась. Все, как я и обещал. Проклятие подействует на следующий день. Да. А сейчас ты должна пойти домой. Прямо так, в этом же виде. Да. Правда, придется пройти через гостиную с родителями, но неважно. Если кто-то спросит, мы просто делали школьный проект. Кстати, домашка по математике у тебя есть? Дашь записать? Не то чтобы меня это волновало, просто если я не сдам хорошо экзамен, меня лишат карманных расходов, да. Ну и что? И, конечно, я не смогу покупать себе все эти штуки, они мне нужны для проклятий. Не все, к сожалению, для проклятий можно просто найти на улице или в лесу. Большую часть, конечно же, да, но не все. Поэтому карманные деньги мне нужны. Не буду же я просить старшего брата со мной заниматься. Поэтому разрешаю тебе помочь мне записать. Ну как, предоставить свою тетрадь.
чем-то тебе помочь. Но, в принципе, я не против помочь тебе с проклятием. Может быть, ты кого-то ненавидишь, кому-то желаешь зла. Просто отомстить, посмеяться. Да, не все проклятия нацелены на то, чтобы у кого-то отваливалась жопа. Можно просто подсмеяться над человеком. Ну так что, могу помочь с проклятием. Со школьным проектом на самом деле помочь. Но могу написать 101 способов применить проклятие. Ладно, идем уже отсюда. Здесь все-таки слишком пыльно, мне неприятно. Скоро чихать начну.